А знаете что? Студия Marvel просто красавчики. Они лучше всех умеют подогревать интерес к своим проектам. Фанаты и так уже с предвкушением ожидали осеннюю премьеру фильма «Шан-Чи и легенда 10 колец», а теперь, после выхода полноценного трейлера, уровень ожидания возрос до небывалых высот. Для этого всего лишь нужно было взять персонажа, о котором в киновселенной не было ни одного упоминания за целых 13 лет после первого появления, и заставить его драться с другим второстепенным персонажем киновселенной. Вот и все. Нет, я серьезно. Если вы еще не знаете, в конце вышедшего недавно трейлера фильма «Шан-Чи и легенда 10 колец» нам показали Мерзость. Персонажа, который был в киновселенной еще тогда, когда Халка играл Эдвард Нортон. Помните такое? Это было в фильме «Невероятный Халк» 2008 года, втором фильме киновселенной Marvel. В трейлере нам показали, как Мерзость сражается на некой арене с Вонгом, верным помощником Доктора Стрэнджа. И выглядит это очень круто. Лично мне вообще не могло прийти в голову, что такие персонажи могут сражаться друг с другом. Такое ощущение, что я в детстве играю фигурками этих героев. Причем, судя по комментариям по трейлерам, также думают и очень многие фанаты. Все мы очень рады, что киновселенная не забывает своих персонажей. Эмиль Блонский, который превратился в Мерзость, в фильме «Невероятный Халк» сыграл Тим Рот. Последний раз мы видели Мерзость поверженным в бою с Халком. Вооруженные силы во главе с генералом Тадеусом Россом захватили Мерзость и заперли его в камере где-то на Аляске. Но 13 лет — это много даже для супергеройского кино, и за это время Блонский мог тем или иным способом выбраться из камеры. Мы уже точно знаем, что и Тим Рот, и Уильям Хёрд, который играет генерала Росса, вернутся в киновселенную в сериале «Женщина-Халк». А значит, очень даже может быть, что Мерзость выпустил из тюрьмы сам генерал Росс. Кстати, он мог заключить союз с графиней Аллегрой де Фонтейн, которую мы видели в сериале «Сокол и Зимний солдат» в исполнении Джулии Луи Дрейфус. Может быть, они и правда собирают команду суперзлодеев или антигероев, и Мерзость составил в этом отряде компанию агенту США? И обратите внимание, что у Мерзости слегка изменился внешний вид, он стал более похож на его каноничный облик из комиксов. А что насчет Вонга? В последний раз мы видели его в фильме «Мстители. Финал» среди участников решающей битвы с Таносом. Судя по всему, после событий фильма Вонг продолжил изучать магию и оттачивать свои навыки, пока Доктор Стрэндж разбирается со своей мультивселенной безумия. Фильм, кстати, выходит в 2022 году. Короче, все эти камео еще прочнее интегрируют Шан-Чи в киновселенную и связывают его с другими персонажами. Я даже не удивлюсь, если увижу Шан-Чи в сериале «Женщина-Халк» или даже в следующем фильме про Доктора Стрэнджа. И еще один момент. Вы заметили в трейлере огромного водяного дракона? В игрушках, которые поступили в продажу в преддверии фильма, этого дракона называют Великим Защитником. Но я готов поспорить, что это никто иной, как Фин Фан Фум, один из сильнейших злодеев во вселенной комиксов Marvel. Но Китай сейчас активно борется со связанными со страной стереотипами, так что я думаю, что в Marvel просто переименовали Фин Фан Фума. Сима Лю, играющий Шан-Чи, говорил в интервью, что Фин Фан Фума не будет в фильме, но я думаю, что все дело в имени, а не в самом факте присутствия дракона на экране. А на этом у меня пока все. На моем канале уже есть видео про Шан-Чи. Посмотрите, кстати, ссылка в описании. А я пошел собирать материал про Мерзость и Фин Фан Фума. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И, как обычно, читайте комиксы, смотрите комиксы, любите комиксы. Пока!